Здравствуйте! Пожалуй, Kain-RU6 это самый интригующий и интересный ЦАПа-усилитель на 2022 год. И причина здесь не только в использовании резисторов, не столь привычных в ЦАПа-усилителях, но и в том числе из-за своей сложности, из-за того, что идет разграничение в цифровой и аналоговой части, его многослойности и сложности в разработке и производстве. И в целом он не воспринимается как типичный ЦАПа-усилитель. Мы имеем экран, на котором вполне себе управляем устройством, а не просто смотрим громкость, либо же еще что-то. Это полноценные клавиши громкости, клавиша мод, благодаря которой мы и заходим в меню, и все это смотрится очень и очень необычно. По разъемам мы имеем, естественно, USB Type-C на вход, а также балансный выход 4,4 мм и в 3,5 мм небалансный выход. Собрано устройство очень приятно, очень качественно. Держишь в руках его, смотришь и понимаешь, что вот да, это визуально приятная вещь. И по звучанию все, думаю, достаточно очевидно. ЦАПа-усилитель удивляет, если его сравнивать с тем же FiiO KA3 в плане своей аналитичности, какой-то аудиофильской составляющей. Безусловно, он будет значительно интереснее, но и одновременно с тем некоторые недостатки все же были замечены. Слушал его с совершенно разными наушниками, как внутриканальными, так и полноразмерными, в том числе магнитопланарными, как те же HiFiMan Aria, Deva Pro. И в случае, если мы его слушаем с наушниками, которые более имеют подачу аналитичную, которую именно требуют раскрытия своих каких-то детальностей, проработки определенных частот, все сказывается очень хорошо, там можно петь дифирамбы, но если мы берем наушники, которые более музыкальные по своей подаче, то из-за своей такой сухости, из-за своей мониторности меняется подача и самих наушников, что сказывается иногда в плохую сторону, как в случае с теми же HiFiMan Deva Pro, потому что при прослушивании с более бюджетным источником, как тот же Shenlin UA1 Pro, мы получаем более приятные низкие частоты, более приятные высокие частоты, сбалансированное звучание, которое слушаешь, и оно нравится, не вызывая каких-то вопросов, то есть слух не акцентируется на каких-то нюансах воспроизведения, можно просто слушать музыку. В то время как в случае с Kain уже вот такой целостности воспроизведения нет. Ну и все же его главное преимущество это то, что за свои деньги он звучит очень и очень круто. То есть он может сравниваться с hi-fi плеерами, которые стоят в 2-2,5 раза дороже, чем он. И это впечатляет. И сложно достаточно об этом говорить, потому что об этом ЦАПа-усилителе, потому что очень многое зависит от того, с какими наушниками вы слушаете. То есть если обычно есть какие-то общие тенденции, общее влияние на наушники, то здесь индивидуальность все-таки проявляется. Поэтому мне он безусловно понравился. Я понимаю, что я буду его использовать для тестирования каких-то наушников, для того, чтобы понять, на что они способны, потому что в плане своей аналитики Kain может и очень даже может. Мне он понравился. В плане мощности для внутриканальных наушников, естественно, достаточно. Для магнитопланаров с небольшим сопротивлением тоже вполне себе, но для каких-то динамических наушников, грубо говоря, там 150-200 Ом уже достаточно спорно, насколько он подойдет. Поэтому думаю, что буду завершать. Основную мысль о том, что из себя представляет данное устройство, я сообщил. На этом буду закругляться. Если вы являетесь также его владельцем и вам есть что сказать, то будет интересно это услышать в комментариях. И на этом, в общем-то, все. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.